Наверняка каждый современный владелец Скорча задумывается о такой вещи. А не заменить ли мне стоковый мозг на спортивный? Во-первых, это больше дает возможности в тюнинге, а во-вторых, это круто. Ну, у Джеймса Дина есть такой «Чем я хуже?». А какой выбрать именно тебе? Приветствую всех на канале Drift Island, и сегодня мы сравним между собой различные модели спортивных блоков управления. Сравнивать мы будем самые известные бренды программируемых блоков управления. Небольшое уточнение, сравнивать мы их будем виртуально по их заявленным характеристикам и параметрам, так как на руках у меня всех моделей БУ нет, кроме моего ECU Master Black. Итак, встречайте. Link G4X Fury, Haltech Elite 2500, IM Infinity 710, ну и собственно ECU Master Black. Сразу скажу, такой бренд, как Matek, в данном видео рассматривать не вижу смысла. Все потому, что это несколько другой уровень, больше ориентированный на профессиональный автоспорт, а потому не такой доступный. Также не будет ничего о Январь 5.1. Про него я банально мало что знаю. Сначала посмотрим, что у них общего. Каждый из них готов работать с бензиновыми, четырехтактными и даже роторными двигателями. Ну, кроме IM, он вроде с ротором не дружит. Link и ECU Master могут управлять 12 цилиндрами, IM 10, Haltech 8. Все поддерживают работу электронного дросселя, дружат с системами VTI, VTEC и тому подобное. Оснащены встроенным контроллером широкополосного датчика кислорода, поддерживают 2 датчика детонации, оснащены 2 CAN-шинами, работают с шаговыми двигателями. Но это, как правило, актуально для регуляторов холостого хода. Поддерживают любую конфигурацию: атмосферные, турбовые, компрессорные двигатели. Дружат со всеми видами топлива, от высокооктанового бензина до Е85. Дружат преимущественно с высокоумными форсунками, ну то есть самыми распространенными. И для этого они оснащены выходами управления форсунок. Работают со всеми существующими системами зажигания. Все выходы под форсунки и катушки зажигания оснащены защитой от перегруза и короткого замыкания. Незадействованные выходы управления форсунок могут быть использованы как дополнительные вспомогательные выходы. Всевозможные фишки для спорта, такие как лаунч-контрол, антилак, системы подачи закиси азота, водометанола. Со всем с этим они будут дружить. Подключение ко всем блокам управления происходит при помощи USB кабеля. И у всех софт для программирования идет бесплатный. Неплохо. Получается, бери любой и начинай строить свой проект. Все готовы вывести базар. Ну, я сомневаюсь, что кто-то из нас задумает построить проект на 16-цилиндровом двигателе или на роторе с 10 секциями. Хотя в теории получается, что все они в общем одинаковы по функционалу. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Поговорим о различиях. Их хватает, и чисто внешне их не увидеть. Начнем с того, что все блоки управления снабжены встроенным даталогером, кроме ECU Master. ECU Master запись параметров позволяет производить в режиме реального времени на подключенный ноут, либо надо докупить внешний даталогер. Вообще штука не самая обязательная, без нее можно прожить, но все же очень полезная. Особенно, когда пытаешься понять, что пошло не так. Идем дальше. Если мы говорим про систему VTI, то все кандидаты способны контролировать до 4 распредвалов, кроме, опять-таки, ECU Master. Он способен контролировать только 2 распредвала. Как по мне, то и 2 более чем достаточно. Редко встретишь V-образный двигатель с системой VTI как на впуске, так и на выпуске. Количество аналоговых входов, то есть сколько датчиков можно подключить. По 9 аналоговых входов у ECU Master и Link, 10 у Haltech и аж 17 у IM. Вот уж где художнику есть разгуляться.
Теперь выходы. 8 выходов управления топливными форсунками у Haltech, ECO Master и Link. 10 у AEM. По 6 выходов управления катушками зажигания у Link и ECO Master. 8 у Haltech и опять же 10 у AEM. Глядя на эти цифры, может показаться, что AEM превосходит всех кандидатов по всем фронтам. А бедные Link и ECO Master кажутся какими-то немощными. Но давайте вспомним, что я сказал ранее. Те же ECO Master и Link способны работать, то есть управлять 12-цилиндровыми двигателями. В то же самое время AEM способен управлять максимум 10 цилиндрами. Как так? Где подвох? Нас обманывают? Все просто. У AEM на каждый цилиндр выделяется отдельный выход управления катушки зажигания. В то время как Link и ECO Master допускают, чтобы один выход управления катушки зажигания работал на 2 цилиндра. Итого получаем 6 на 2 – 12. С топливными форсунками примерно то же самое. Есть такое понятие, как фазированный и нефазированный впрыск. На сегодня об этом не будем. Идем дальше. 6 вспомогательных выходов у Haltech, по 10 у Link и ECO Master и AEM. Данные выходы используются для подключения всевозможных соленоидов, актуаторов или реле вентиляторов и насосов. Еще стоит отметить, что Link и ECO Master позволяют все незадействованные выходы управления топливных форсунок позволяют использовать как дополнительные вспомогательные выходы. Очень полезная штука. Дальше больше. Link и Haltech снабжены встроенным бародатчиком. Чтобы измерять атмосферное давление. Нет, они не подрабатывают на стороне синоптиками. Данный параметр в некоторых случаях просто необходим. А вот производители AEM решили, что пусть пользуются внешним, и ничем подобным свой блок не снабдили. И только ECO Master подумали о нас и снабдили свой блок управления не просто бародатчиком, а полноценным датчиком абсолютного давления, которым можно использовать как для замера давления за бортом, так и мерить вакуум во впускном коллекторе и даже использовать для контроля наддува до 3 очков. Для этого всего лишь нужно подключить вакуумную трубку к этому штуцеру. Хочу также отметить, что только Link и Haltech снабжены встроенным осциллографом. Вот это, я вам скажу, просто волшебная вещь. И при настройке без этого порой просто труба. Поверьте, за это они заслуживают лайка. Но и этот видос тоже. Отдельно стоит поговорить про софт. Софт находится в свободном доступе на официальных сайтах производителей. Он регулярно обновляется и совершенствуется. Только вот у пользователей ECO Master могут быть небольшие трудности с поиском последней версии софта. Но как решить эту проблему, я рассказывал вот в этом видео, поэтому милости просим. В целом функционал у всех одинаковый. Полный доступ к программированию всех необходимых параметров, исходя из ваших задач, хотелок и возможностей. Если вы однажды работали с любым из этих софтов, вы интуитивно сможете разобраться в любом из них, потому что так или иначе задачи и цели у них одни, и методы, которыми эти задачи достигаются, тоже одни. В любом софте от бренда к бренду ничего не меняется. Единственное, что лично на мой вкус, софт AEM показался мне мудреным. И почему-то у меня сразу начал глючить. Также я не нашел в нем полноценной, так скажем, шпаргалки, поэтому изучать азы настройки по нему будет крайне проблематично. В отличие от AEM, у всех остальных шпаргалки есть, и если вы знаете английский, то это очень неплохой источник технической информации. В прошлой серии я рассказывал про один из важнейших инструментов работы наших ДВС. Это топливные карты. Если не смотрели, вот подсказка, советую посмотреть. SoftLink, Haltech и AEM уже в своей базе имеют готовые предустановленные параметры на самые распространенные в тюнинге модели двигателей. Просто открываете файл, открыть и выбирайте из предложенных вариантов. Сами производители заявляют, что данные прошивки уже полностью готовы к работе. И если марка и модель вашей тачки совпадает, то вы получите готовую к работе машину. Завел и на диностенд, выжимать из нее все соки. А вот ECO Master опять отличились и никаких калибровок не предоставили вместе с софтом. Но вообще готовые калибровки есть у них на сайте. Есть ссылка на Google Drive с ним. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео или в прикрепленном комментарии. Просто находите в их базе то, что вам максимально подходит, скачиваете, распаковываете в папку, потом заходим в софт, файл, открыть, находим папку и дело в шляпе. Не благодарите.
у всех представленных брендов есть аккаунты в соцсетях и свой YouTube-канал. Специально ради вас я ознакомился с контентом на их каналах, и вот к какому выводу я пришел. Самый скромный по содержанию полезной информации канал АЕМ и EQ Master. EQ Master сильно вообще не заморачивается, ограничиваясь лишь элементарными понятиями и фишками, и больше рассказывает про свою продукцию. АЕМ по своей сути производитель автомобильной электроники, и производством одних лишь ЭБУ они не ограничиваются, а поэтому они вообще не особо парятся над обучающим контентом по настройке своих ЭБУ. Профессионал сам разберется, если ему надо. Link более сфокусированный на грамотности своих пользователей, поэтому у них дела с этим немного получше. Но все равно, годноты там не густо. А вот ребята из Haltech уделяют обучающему и поясняющему контенту значительно больше времени и сил. Вообще, мне кажется, что им это очень нравится. Если вы владеете английским языком, я бы рекомендовал вам посетить их канал, что-нибудь интересного там для себя найдете. Если что, ссылки на их каналы оставлю в описании. Теперь поговорим про заявленную комплектацию. Link, Haltech, АЕМ идут с очень богатой комплектацией. Сам блок, USB кабель для подключения, краткая инструкция, ну может еще какой-нибудь кронштейн крепления и, внимание, стикеры! Бурные аплодисменты. Для подключения оборудования вам придется еще докупать разъемы, пиновать их, либо воспользоваться опцией и докупить готовый жгут под вашу модель двигателя. Есть еще такая опция, как Plug and Play. Это переходник под стоковую моторную косу, опять-таки на самые популярные модели авто. Можете ознакомиться на их сайте. И только EQ Master в комплекте поставляет разъемы, и ничего дополнительно покупать не надо. И да, опции Plug and Play у них тоже есть. Ну и наконец, сколько же все это стоит? При сегодняшнем курсе доллара Link G4X Fury обойдется вам в 150-155 тысяч рублей. Haltech Elite 2500 в районе 170 тысяч рублей, АЕМ Infiniti 710 230-270 тысяч рублей. EQ Master 78-79 тысяч рублей. И вот теперь вам стало понятно, почему я выбрал именно EQ Master. Банально, это цена. И в заключение, мы бегло ознакомились и сравнили 4 блока управления. Что выбрать вам, решайте. Я в свою очередь не могу сказать, что один хуже другого. Каждый из перечисленных брендов успешно работает и справляется со своими обязанностями. Link, наверное, самый массовый из них. АЕМ установлен в Supra A90 Фредерика Асба, и никаких проблем, кроме самого двигателя B58, которым он рулит. Если говорить про Haltech, то это Mad Mike и его роторные Мазды. Ну а EQ Master нисколько не мешает нагибать всех по всему миру Джеймсу Дину. С правильным подходом и в умелых руках настройщика все они служат верой и правдой. Ну а на сегодня у меня все. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, чтобы не пропустить еще много интересной и полезной информации. Всем пока!